Приветствую всех, друзья, с вами на связи Алехандро, мира вам и вашему миру. Давайте посмотрим с вами сегодня 3 коротких расклада цыганских, что ждет в ближайшем будущем, ну и по схеме, как обычно, что было, что есть, что будет, что навсегда уходит из вашей жизни, что в дверь стучится и в конечном итоге, чем сердце успокоится, какие награды вы получите в результате за все ваши пережитые моменты вашей нелегкой порой судьбы. Тайм-коды, как всегда, вы найдете в описании. Сегодня будет работать «Сияющее солнце», Ленорман и классика в прямом и перевернутом положении. Начнем. Уверен, что вы выбрали. Начнем с «Сияющего солнца». Давайте посмотрим по традиции. Что было, что есть, что будет. Это как бы ваша ситуация. Смотрите, солнышко выпадает. Давайте посмотрим, что было актуально в вашей жизни. Ну, смотрите, был актуален порядок. Все было в порядке раньше. Может быть, и сейчас все в порядке. Давайте посмотрим, в чем у вас был порядок, как минимум. Порядок у вас был А у вас совсем был порядок. То есть вы ко всему относились трезво, разделяли зерна от плевел и понимали, что было в вашей жизни. То есть вы понимали, что черное это черное, белое белое. То есть вы как бы... Ну давайте так. Как минимум в вашей реальности царил порядок. А вот вам ничто не мешало понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Да? Так, ну давайте еще что было. Ну и был успех, судьба, как бы, вы как минимум человек родились таким человеком успешным, да, то есть судьба позитивно относилась к вам, да, не так уж прямо вас раньше, да, трепала, может быть, ну, посмотрим дальше что. Ну и вы человек был достаточно такой известный, то есть много общались, у вас было признание, общение и публичность, давайте так скажем. То есть вы были в людях, так назовем, да, то есть вы могли с людьми спокойно общаться, много находились среди людей. Возможно, вы какой-то там учитель, преподаватель были, возможно, вы просто, ваша сфера деятельности была связана с большим количеством людей, да. Много коммуникаций приходилось делать, да. Ну, здесь у меня вот вообще такое ощущение, что вот эта речь идет о человеке, которому приходилось много разговаривать, как минимум, либо по душам, да. Какой-то философ вы, может быть, где-то в глубине души. Почему-то у меня вот как-то так, да, порядок. Вы как бы наводили порядок не только в своем мире, но и в мирах других людей, да, вот в других душах, да. Может быть, вы ведьмак, ведьма или человек, там, который там, в детском саду проработал, или с людьми много приходилось общаться. Да? Вот такое, почему-то у меня вот отсюда такой поток идет. И вам судьба дала это качество. Что сейчас, да, вот у вас более-менее, ну, сейчас у вас идет повышение чего-то, да, давайте посмотрим, что повышается, какой градус. А повышается у вас аспект отношений, да, вот ставки на отношения у вас улучшаются, да, ну, как минимум увеличиваются, но, тем не менее, вам придется потерпеть, да, то есть ситуация требует выносливости некой такой. Ну, тем не менее, вас что-то соблазняет. Смотрите, а здесь и сейчас вы все сильнее и сильнее соблазняетесь, как минимум, в отношениях между мужчиной и женщиной. И здесь есть противоречие. Да? С одной стороны, есть противоречие, а с другой стороны, вас все сильнее и сильнее всасывает в эти отношения. Ну, или засасывает, или поглощает. Да? Давайте посмотрим, что будет, какие тенденции. Ну, во-первых, вам придется защищаться. То есть защита вашей жизни на будущее, она актуальна. То есть вам нужно поддерживать свой энергетический уровень. Смотрите, здесь может быть, если вот кто-то на магию смотрит, как диагностика, ну, как бы, если у вас сейчас идет какая-то магическая борьба за отношения, то и на будущее помните о своей защите. Но, тем не менее, в будущем вам придется защищаться. Далее, как и было, вот я то, что говорил вам, что вы человек, который склонен работать с душами. Все-таки сочувствие и в будущем будет сопровождать вашу реальность. И как минимум вы будете сочувствовать другим. То есть это, знаете, такая эмпатия,
сочувствие, сострадание, сопереживание. Вы человек высших миров, escalation, высший мир, известность и судьба. Вам судьба дала какое-то качество, вот все-таки больше к психологу, к белому магу, ведьме, вот такое. Но вам нужно вот как бы пройти аспекты испытания любви или любовью, при этом выжить, да, какую-то защиту, да, защититься от чего-то, может быть, от нападок партнера или партнерши, которого вы любите. Как вы это переживете? Ну, это уже второй вопрос, да. Но, тем не менее, в вашей жизни и в будущем будет сопутствовать как бы некая такая защита и покровительство душам, на которые, возможно, нападают. Почему-то вот такой вот идет аспект. И что еще здесь есть? А здесь есть коллективный труд. Смотрите, прям выпадают карты, которые во вчерашнем раскладе у нас были. Да? Но, тем не менее. Смотрите, в будущем вам так и придется все-таки, решив свои дела личные, погружаться в коллективное что-то, где вы будете работать с душами и с судьбами, возможно, даже судьбы. Вам судьбой дано работать в сильном таком, в какой-то сильной борьбе, вы какой-то сильный такой борец, либо с тонкими материями, ну, может, если перенести это все на физический мир, то вы как минимум вот такой руководитель, как бы, да, или человек, который объединяет живых людей вокруг себя. Вы не слабый руководитель, вы человек, которого понимают, вы душа компании, вот, да, то есть вы дух компании, душа, вот такая энергия у вас, которая объединяет вокруг себя людей, и, возможно, вот это объединение, этот коллектив и может защититься от чего-то, ну, такого негативного или того, от чего стоит защищаться. Итак, что навсегда уходит из вашей жизни? Давайте посмотрим. Итак, ну, переговоры какие-то уходят. Или необходимость расширяться в переговорах или увеличивать сферу влияния. То есть, ну, вот у меня такое ощущение, что как минимум вам не придется никому ничего доказывать. Доказывать свое мастерство, ум, интеллект, да, свои способности. То есть уходит желание расширяться, расти, да, вот. Возможно, вы достигнете чего-то, кстати, да, то есть какого-то результата, ведь эскалация – это расширение тоже. Вот. Ну, может быть, вы устанете расширяться, потому что у вас сил много уходит, да. Но, тем не менее, расширение и эскалация, как минимум, ну, градус вашей реальности будет понижаться, давайте так скажем. То есть тенденция событий идет к некому такому успокоению. Да, вот так. Что-то такое. Это достаточно сложный оракул на самом деле. Дальше. Уходит некий оптимизм. То есть вы... Ну вот, немножечко у вас перегорание возникает, да. Ну, посмотрим дальше, что еще уходит. Ну и уходит желание выкручиваться. То есть желание сопротивляться жизни и добиваться у вас как минимум уходит. То есть вы входите в какой-то период жизни такой более стабильный и более понятный, более прямолинейный, более простой. Но это уже ближе туда к осознанному, да, после 33, да, то есть как минимум. Давайте, что на пороге. Поэтому смотрите, что уйдет на самом деле. Вы будете трезво смотреть на вещи просто, и вы будете таким больше скептиком, циником, но при этом душой компании вам придется оставаться. Да. Скептик-циник – это достаточно жесткий человек. Но, тем не менее, вы... Почему? Потому что оптимизм и желание доказывать. То есть вы, как бы, ваша душа велика, ваше сердце большое, оно вместит все, да, в себя. Плохое и хорошее, да, если надо, и как-то там его перемелет, перемолит. И дальше и продолжит работать в коллективе. Но при этом оптимизма станет меньше. То есть вы как бы созреете к чему-то, да, как минимум. Это признаки зрелой личности. Что на пороге в дверь вашу стучится? Ну, смотрите, вы проживете какой-то период в отшельничестве, да, то есть вы где-то будете жить самостоятельно, может быть, в каком-то монашьем скиту, может быть, просто поедете куда-то, ну, поживете там неделю, 2, месяц, может быть, год, а у вас будет пауза, как минимум, об отношениях с миром, ну и с партнером. Может быть такое, потому что у вас эта карта падает на партнерские отношения, поэтому на пороге у вас в дверь стучится некое такое obsession, да, такой какой-то. Ну вот здесь
придется подчиняться каким-то законам и каким-то обстоятельствам, да, и вы вынуждены, скорее всего, будете изолироваться. У вас вынужденная изоляция, и вот какая-то критика, какие-то нападки на вас вот прямо сейчас, вот, может быть, уже будут происходить или уже происходят. Вам лучше отойти в сторону и спрятаться. Ну, не спрятаться, не обязательно убежать, а просто с глаз долой, сердце вон. Уйти и не попадать под... Ну, под вот этот вот, я его называю иногда эту карту с глазом, да, если вот перевернуть этот аркан, то это плохое, дурное влияние. Так это еще как бы здоровая критика, поэтому... Вот сейчас на вас очень скоро вас будут очень сильно критиковать. Поэтому, как минимум, не обращайте внимания на это, как по совет. И отстранитесь. Сделайте вид, что это вас не касается. И, как минимум, закройте на это глаза и не замечайте. А вам не нужно уже ничего доказывать, потому что вот это вот, оно отпадает. Вам желание, то есть идти на какую-то борьбу. А у вас эта борьба, видите, она была. То есть вы привыкли реагировать на любую критику активно, да, то есть ну, агрессивно, может быть, рычать, может быть, доказывать что-то, да, по Юпитеру нужно доказать по-любому, да. Ну, такая зрелость, она не требует никаких доказательств, потому что доказательства это всегда оправдание, правда? Ну и давайте посмотрим, чем сердце успокоится, да? Ну, во-первых, вам спешит какая-то весть. Весть может быть от мужчины, а может быть весть, связанная со всей мечтой вашей жизни. Да, вот такое тоже может быть здесь. Какая-то важная новость. Ну, может быть даже информация или тревожная новость вас ждет. Может быть, да, тут это тревога тоже. Дальше, что будет еще? Сердце успокоится влиянием. Да, то есть тревожное влияние будет успокаивать ваше сердце. Ну и защита. Все-таки, смотрите, интересно выпадает. Ваше сердце успокоится, с одной стороны, защитой, defense, но это активная защита. Вот это вот защита нападения. А второе – это защита. Поэтому, смотрите, в будущем вас ждет нападение, и вам нужно защищаться, а сердце успокоится только защитой. Поэтому защитой влияния, ну и как минимум это информация для вас, от влияния на вас информации и от влияния на вас, возможно, в отношениях каких-то, да, и это влияние может быть не только информационное, но и энергетическое, к сожалению, да, потому что магия здесь может быть. Простите. Поэтому эскалация здесь есть, градус накала повышается, и вот с точки зрения отношений, которые, это если можно посмотреть на любовные отношения, то вам стоит оставаться друзьями или держать дистанцию и не сливаться в отношениях или не терять себя или самоидентичности в этих отношениях. Вот такой вот почему-то посыл. А вы напишите в комментариях, пожалуйста, как вам резонирует этот расклад номер 1, что было, что есть, что будет и чем сердце успокоится. Мы идем дальше. И расклад номер 2. Давайте смотреть. Итак, первое. Что было в вашей жизни? А была любовь. Чье-то сердце выпадает. Сразу ваше сердце как минимум принадлежало вольту червовому, да, или женщине червовой. Ну, отношения были. Это были судьбоносные отношения такие, которые, ну, вы считали, что это судьба. Но это был как минимум или молодой человек, да, валет червовый, но сердце все равно это как отношение. Здесь была любовь к королю крестовому. Мужчина был по судьбе. Он вас беспокоил очень сильно, вы беспокоились о судьбе отношений, возможно, и сейчас беспокоитесь. Смотрим дальше. Что сейчас происходит? Сейчас происходит судьбоносное событие в вашей жизни. Вот, вы стоите на перекрестке. Вот, вам нужно выбирать. И этот выбор связан все равно как бы где-то с наивностью. Тут идут вольты. Мужчина вас волнует, но здесь какая-то есть инфантильность. Выбор связан с инфантильностью и нерешительностью мужчины как такового. Вот. И выбор связан с ребенком, поэтому тут может ребенок как-то играть какую-то роль и влиять на ваш выбор, по сути. Может быть, вы хотите ребенка, мужчина не хочет. Может быть, мужчина хочет ребенка, вы не хотите или не можете, да, или оба хотят, то есть вот так. Что будет дальше? Будет дальше
но как бы необходимость такая прилагать силу. То есть судьба готовит вам такое испытание силой, смелостью, решительностью. Да, сразу ведмедь. Опасная ситуация может быть появиться соперница здесь. Или обстоятельства, которые потребуют у вас, сложные обстоятельства, которые потребуют от вас силы, как минимум воли. Ну и от этого зависит отношение в будущем. Судьба вам готовит серьезное испытание вашим отношениям, где может быть как соперница, соперник, да, или обстоятельства, которые потребуют от вас волевых решений. Что навсегда уходит из вашей жизни? Уходит мужчина непонятный. Непонятный. Мне вот эти короли бубновые, они непонятные всегда. Далее. И уходит возможность, вы теряете какую-то возможность, да, связанную с мужчиной. И вы теряете возможность понять один другого, получить нужную информацию, чтобы и дальше как бы крутить ключом от своей реальности. Поэтому, какой-то непонятный, инфантильный мужчина, неопределенный, который вас волнует, но которого вы так и не можете разгадать, уйдет из вашей жизни. Для мужчин, уйдет женщина, которая не хочет или не может давать вам то, чего вы не хотите и которую вы не понимаете. Это тоже такая карта, да, достаточно. О информации о женщине. Что стучится в дверь вашу? Давайте вот так посмотрим. Информация. То есть вы что-то поймете, как минимум, да, получите необходимую информацию, связанную с мужчиной и его возможностями, на что он способен. То есть мужчина откроется или открывается вам. И открывается для отношений. Но учитывая короля пикового здесь, да, тут очень много королей, тут открывается, скорее всего, все-таки новый мужчина. На пороге больше новый мужчина, а мужчину встречает новая женщина. Поэтому вы на пороге отношений с королем пиковым больше. То есть, почему говорю, что новый? Потому что все-таки пиковый, да, здесь червовый, здесь вот эта вот наивность какая-то. То есть, вам нужен более такой серьезный, конкретный мужчина, с которым вы бы не волновались, потому что, все-таки трифовый, это волнение, а по рыбам, он вроде бы как есть, но его вроде бы как нет. Здесь на пороге какие-то новые отношения. А что же здесь, чем сердце будет успокаиваться? Король червовый, да, все-таки идет червовый король, видите, червовое, да, то есть это что-то новое в перспективе. Может ли здесь быть примирение? В принципе, да. Но мужчина здесь, сразу говорю, он не активный, он инфантильный. И почему он такой наивный, инфантильный? На него воздействует женщина. Может ли это быть соперница? Да. Может ли это быть мать? Да. Достаточно сильное тут влияние, оно влияет на конечные отношения. Сердце успокаивается в доме мужчиной, но, тем не менее, крысы выпадают, да, то есть ваша борьба не будет закончена, как минимум, да, с этим мужчиной, с этим королем червовым вашим. И что еще здесь? Здесь звезда надолго, то есть надежда умирает здесь последней, поэтому вас ждет как минимум долгая борьба с соперницей или с женщиной, которая влияет на эти отношения. И здесь эта борьба за место не то, что под солнцем, солнца тут нету, здесь то есть легко не будет, легко не будет. Да? Вам придется вести долгую борьбу и противостоять потерям и кражам, и, может быть, крадникам, да, или внешним влияниям, которые будут окучивать и атаковать ваш дом. И этим будет сердце успокаиваться, как ни дивно, потому что вам придется вести долгую борьбу. И protection, protection, он актуален здесь и сейчас для вас. То есть вот этот король, который стучится в вашу реальность прямо сейчас, он о защите вашего дома. Понимаете? Вот такой вот сказ-расклад, в принципе, больше выпал, как будто бы на отношения. Мы же движемся с вами дальше, друзья. И давайте последний расклад, да. Напишите, пожалуйста, как вам резонирует. Что для вас это, что вы услышали вы что-то, да. То иногда, не для вас расклад, да. Давайте посмотрим. Немножечко я покручу карты. А вы пока можете, пока я кручу карты, написать комментарий. Давайте смотреть, что было в вашей судьбе. Была очень черная полоса, где-то может быть связана с магией, связана с атаками на вас, депрессиями, даже с каким-то безумием, да, из которого вы искали выход, или, может быть, даже нашли
Очень черная полоса, которая держала вас и не давала вам выхода, выбора. Вот такое почему-то отношение. Долго не могли встретиться, найти себя в жизни, не понимали, кто вы, что вы, зачем вы. В отношениях были проблемы с оплодотворением. Тут, кстати, могли быть проблемы перевернутые все-таки, да. Поэтому, смотрите, очень долго вы как минимум не могли двигаться, вы были обездвижены, депрессняк, апатия. Давайте так скажем, безвыходная ситуация, долгое время была. Что сейчас происходит? Сейчас как минимум это стабилизация ситуации, причем высшие силы вам покровительствуют, рыбы. Актуальны вопросы со здоровьем и деньгами для вас очень. И все равно раскардаш и вот раздрайв такой душевный у вас есть. Все равно. Но тенденции уже улучшаются. То есть вы достигли дна. Дно не пробито. Не, все уровни дна пробиты, и вы достигли дна. Да? А последнее дно, которое ниже, уже ниже некуда. Уже все рыба. Да? То есть вы, знаете, вот есть такое понятие, когда рыба ложится на дно. Вот сейчас вот этот накал температуры, да, он максимальный. То есть вот сейчас самая жара, там с 2 до 4 часов дня, когда солнце стоит, да, там прогревает максимально, там, с 12 до 4, да, давайте так скажем. Сейчас с 12 до 4, где рыба должна лечь на дно. Но рыба уже начинает как бы готовиться к всплытию, да, и главное, что как всплыть не вверх животом, да. Потому что вверх животом вот раз, вверх животом, и вот два вверх животом. То есть на здесь и сейчас актуален аспект душевного и физического здоровья, откуда потом растут ноги в отношения и растут ноги в деньги, в материальный мир. На самом деле вы прожили какое-то очень сильное потрясение, очень сильное, которое по сути, между мирами вы прошли, как бы, знаете, вошли в игольное ушко. Вот есть такая карта, не буду сейчас искать, крест Анг. Анский крест, точнее, в шаманском оракуле, да, вот он у вас выпал прямой, и вы прошли, но вот это ушко креста, да, оно вас сжало, вы деформированы сейчас, у вас очень сильная деформация материальная, то есть физическая и душевная боль, окей? Прямо сейчас переживать. Вот так открылся, поток открылся. Что будет? Будет стабилизация ситуации, будет налаживание материального мира. Вы будете получать на то, что рассчитываете. Вы не будете сомневаться, перестанете сомневаться в своем физическом существовании. Я вас поздравляю, вы выжили. Вы выжили. Смотрите, как идут карты. Материальный мир, то есть вы живы, душа, открылась перспектива, вы прошли в двери, душа, и вы держите себя в форму. То есть вы будете ощущать новые формы, в которых вы сейчас еще сомневаетесь. Сейчас сомневаетесь, вы здесь сейчас, а это будет потом. Вы перестанете сомневаться. И не осознаете эти формы. Понимаете, вы в зеркало будете на себя смотреть и видеть другое лицо. Цвет выражения лица. А может быть, появятся какие-то морщинки, может быть, они пропадут, форма лица поменяется. Вот так вот, да? И вас со стороны будут видеть другим. То есть вы пройдете эту трансформацию, да, и в будущем что ждет? А ждет новые, откроются дороги. Вот они. Вы долго не могли эти дороги открыть, а они открываются, они откроются. И у вас появится выбор. И смотрите, это любовь, и это любовь. То есть вы как минимум научитесь любить или продолжите любить. Но все же вы знаете, да? Может быть, кто не знает, что две основных силы движет: смерть и любовь. Так вот, тут смерти нет, вы не умерли. Она была рядом с вами, загробный мир какой-то вы прожили. И вот эта информация, да, на вас она лежит, и вы эту информацию несете дальше на себе, но свободно ей распоряжаетесь и от смерти влияния освобождаетесь. Окей? Что навсегда уходит из вашей жизни? Давайте смотреть. Во-первых, перестанет болеть сердце и треугольники, в которые вы угождали в опасной ситуации и в ситуации болезни, да, ситуации разрывов. Также вас перестанет беспокоить аспекты отношений с мезальянсами, то есть где партнер или партнерша моложе, старше. Также вас не будет беспокоить то, что не имеет для вас значения. То есть вы будете четко понимать, что ваше, что не ваше. И навсегда уходит желание добиваться и достигать.
Смотрите, ну, в отношениях это хорошо, то есть вы будете спокойны в отношениях, вы будете искать своего человека, давайте даже скажем так, не искать, а притягивать к себе партнера, который ваш. То есть вам не нужно будет ни бороться за отношения, ни пытаться кому-то что-то доказать, то есть потратить энергию. Смотрите, внизу перевернутая королева мечей. То есть вы как партнер, ну, как бы не будете за это как воевать, бороться, колебаться, будете спокойны, то есть не будет беспокойства у вас. Ну и вам не нужно будет судиться, обсуждать это все. То есть вы перестанете тратить энергию на человека или на цели, которые не имеют для вас значения. По сути, вы начнете как минимум набирать энергию, набирать, копить, восстанавливаться и выздоравливать. То есть болезнь и страдания, которые циклично ходят к вам периодически и требуют от вас постоянной отдачи энергии, они уходят в прошлое. Все, вам не нужно воевать. Вы выходите из войны и принимаете ситуацию такой, какая она есть. То есть период сопротивления или отрицания в вашей жизни заканчивается. Давайте перетасуем немножечко и перевернем. Что стучится в вашу дверь? Да, вот тук-тук-тук, кто там? А стучится в вашу дверь поражение, которое нужно принять. То есть смирение, принятие самого худшего. Ну, это произошло. Хорошо, я осознаю, что это произошло, и повлиять я на это не могу. Но мне не нужно теперь достигать и влиять на это. Знаєте, не так сталося, як гадалось українською, да? Але це треба прийняти. Да? То есть не так сложилось, как думалось, но нужно нам это с вами осознать. Да? Дальше. Смотрите, на пороге решения сложного вопроса и принятия. Вот так вот трудное принятие, а вот так еще труднее. Но вам придется принять, потому что, знаете, как если ты не примешь, ну ты опять еще остаешься в этом вот состоянии перевернутой луны. То как минимум вы откроете глаза и посмотрите правде в глаза. Правде, что, допустим, там, ну, как минимум не хватает чего-то, да, как минимум чего-то уже нет, и это чего-то вы уже, к сожалению, не вернете. То есть, но жизнь все равно-то продолжается, то есть нужно принятие. Вот так смирение, а вот так все еще не смирение. То есть вам трудно будет с этим смириться. Давайте посмотрим. Все-таки третья карта, башня. То есть, смотрите, в двери стучится потрясение для осознания и просветления, для озарения и, как, может быть, немножко с юмором, раздупления, да, то есть вот в дверь вам, вот вы, у меня такое ощущение, что вы от чего-то прячетесь, закрываете глаза, закрываете глаза, закрываете, а потом подходит такой, ну, давайте назовем его терминатором. В вашу дверь стучит, там, открой, а вы за фанерной дверью, и потом он ногой бабах, эта дверь вылетает. И хорошо, что только дверь вылетает, а не все разлетается, там, все стены там, и так далее. Да? То есть на пороге прозрение и принятие, что хуже уже быть не может. Понимаете, да? Вот, то есть это шоковая терапия, к сожалению. Да, но для чего-то она вам нужна. Может быть, вы долго лежали в перевернутом состоянии на диване или на кровати. Ну, потому что какая-то, может быть, произошла сложная операция и происходила физическая в вашей жизни трансформация. Чем сердце ваше успокоится? Чары и двери. Чары снимутся, двери откроются. То есть вы на пороге открытия знания, и закончатся ваши истязания. Прекратится конфликт, война и противоречия. И что открывается? Открывается ситуации принятия и отпускания старого. То есть вы закроете навсегда двери в старое. Это закрыть. А с другой стороны, вам откроется что-то новое, но через боль и страдания, через катарсис. То есть ваше сердце будет очищено болью и избавлено от боли, если вы пройдете вот этот вот удар. К чему он и почему он? Он из-за того, что здесь вы находитесь в этом раскладе в ситуации пан або пропав. Да? То есть вы или выживете, или вы, ну, как бы не очень можете выжить, да, то есть очень рискованная ситуация. Почему?
где-то даже загробный мир, вы от него уходите. Сможете ли вы выжить? Да, если вы сможете что-то отпустить. И здесь нужно отпустить мужчину, отношения, женщину тоже. Здесь это больше мужская карта, тут мужчина уходит, да, как бы. Но, тем не менее, вам нужно, чтобы выжить, вам нужно отпустить, забыть и принять то, что есть. Если вы это не отпускаете, тогда в свое будущее в реальность вы не впускаете. Ну и, соответственно, тогда вы засыхаете и жить не продолжаете. А если вы отпускаете, то вы место для нового высвобождаете, живете и процветаете. Вот такой вот получился рассказ. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Все буде добре, от побачите. Лишайтесь на зв'язку. Па-па.